Астрология — это древняя система знаний, основанная на наблюдении за звездами и их влиянием на человеческую судьбу. Тысячи лет люди замечали, что определенные характерные черты, судьбы и жизненные события часто совпадают у людей, рожденных в одни и те же периоды года. Так сформировалась концепция зодиакальных знаков — 12 архетипов, каждый из которых несет в себе особую энергию. Но зачем вообще изучать знаки зодиака? Разве астрология — это не просто развлекательные гороскопы? Вовсе нет. Астрология — это инструмент самопознания, позволяющий понять свои сильные и слабые стороны, лучше выстраивать отношения, осознавать жизненные уроки и даже находить свое предназначение. Ведь чем лучше ты знаешь себя, тем легче тебе будет принимать решения и находить гармонию в жизни. Основы астрологии. Прежде чем мы погрузимся в мир зодиакальных знаков, важно понять несколько ключевых понятий, которые помогут глубже осознать влияние астрологии. Стихии зодиака. Все знаки зодиака делятся на 4 стихии. Огонь. Овен, лев, стрелец. Энергия, страсть, активность. Эти люди заряжают окружающих. Они действуют, они раздумывают. Земля, телец, дева, козерог. Практичность, стабильность, основательность. Они крепко стоят на ногах и ценят реальные достижения. Воздух. Близнецы, весы, водолей. Интеллект, коммуникация, идеи. Это люди, которые живут в мире мысли и информации. Вода, рак, скорпион, рыбы. Чувство, интуиция, глубина. Они воспринимают мир через эмоции и обладают высокой чувствительностью. Планеты-управители. Каждый знак зодиака управляется определенной планетой, которая наделяет его уникальными качествами. Например, Овном управляет Марс, планета войны, поэтому Овны энергичны и стремительны. Рыбы находятся под покровительством Нептуна, который дает им мечтательность и глубокую интуицию. Восходящий знак, асцендент. Если твой знак зодиака — это положение Солнца в момент рождения, то восходящий знак — это знак, который поднимался над горизонтом в это же время. Он отвечает за то, как тебя воспринимают окружающие, и во многом определяет твой стиль поведения. Лунный знак. Луна отвечает за внутренний мир и эмоции. Знак, в котором находилась Луна в момент твоего рождения, показывает, как ты переживаешь чувства, что делает тебя счастливым, а что ранит. Как применять астрологию в жизни? Астрология — это не просто интересная информация, а мощный инструмент, который можно использовать в повседневной жизни. Отношения. Знание зодиакальных знаков помогает лучше понимать партнеров, друзей и коллег. Например, если твой партнер — стрелец, то он ценит свободу, и попытки его контролировать могут привести к конфликтам. А если твой друг — дева, то он, возможно, не будет слишком эмоциональным, но всегда поддержит тебя в трудную минуту. Выбор профессии. Каждый знак обладает своими сильными сторонами, которые можно использовать в карьере. Например, козероги — прирожденные руководители. Близнецы отлично справляются с работой, связанной с коммуникациями. А раки находят себя в заботливых профессиях. Принятие решений. Астрология помогает понять, какие периоды благоприятны для начинаний, а когда лучше проявить осторожность. Например, во время ретроградного Меркурия часто случаются проблемы с коммуникациями и техникой, поэтому лучше дважды проверять документы и избегать спонтанных решений. Кармическое значение знаков. Каждый знак зодиака несет в себе определенные кармические уроки, главные жизненные испытания, через которые проходит человек, рожденный под этим знаком. Овен должен научиться терпению и командной работе. Телец — осознать, что материальные ценности не главные в жизни. Близнецы — научиться сосредоточенности и глубине. Рак — преодолеть страх перемен и отпустить прошлое. Лев — найти баланс между эго и истинным лидерством. Дева — перестать критиковать себя и окружающих. Весы — научиться принимать решения и не зависеть от чужого мнения. Скорпион — доверять миру и людям, а не видеть везде угрозу. Стрелец — научиться ответственности, а не только свободе. Козерог — понять, что успех не всегда измеряется карьерой. Водолей — соединить свою независимость с эмоциональной близостью. Рыбы — найти баланс между мечтами и реальной жизнью.
Астрология — это не абсолютная истина, но это мощный инструмент, который позволяет лучше понимать себя и других. Важно помнить, что звезды дают направление, но выбор всегда остается за тобой. Используй эти знания осознанно. Ищи гармонию. Принимай себя таким, какой ты есть. И помни, что у каждого человека свой путь уникальный и ценный. Зодиак может подсказать, но только ты решаешь, каким будет твоя судьба. Овен — первый знак зодиакального круга, олицетворяющий начало, энергию и стремление к действию. Этот знак связан с элементом огня, что делает его прирожденным лидером, исполненным энтузиазма и решимости. Характер и особенности. Активный, смелый, импульсивный, всегда стремится вперед, не любит останавливаться. Умеет вдохновлять, но иногда бывает слишком напористым. Часто принимает решения быстро, без долгих раздумий. Овны обладают природной уверенностью в себе и страстью к жизни. Они не боятся сложностей, а наоборот, видят в них вызов. Однако чрезмерная импульсивность может приводить к необдуманным поступкам. Влияние Овна на судьбу. Этот знак учит людей действовать и побеждать, не бояться брать на себя ответственность. Овны чаще других становятся первопроходцами, лидерами, спортсменами, предпринимателями. Однако, чтобы достичь гармонии, им важно научиться терпению и уважению к чужим границам. Совместимость. Лучшие партнеры. Лев, Стрелец, Водолей. Конфликтные союзы. Рак, Козерог. Овны прекрасно чувствуют себя с теми, кто разделяет их страсть к жизни. Они любят динамику, поэтому их привлекают такие же активные знаки. Однако отношения с эмоциональными или слишком прагматичными партнерами могут быть сложными. Кармическая задача. Карма Овна — научиться не только брать, но и давать. Они должны осознать, что лидерство — это не только стремление вперед, но и способность заботиться о других. Телец, 20 апреля, 20 мая. Телец — это символ стабильности, надежности и материального благополучия. Этот знак относится к стихии Земли, что делает его практичным, терпеливым и основательным. Характер и особенности. Спокойный, но упрямый. Любит комфорт и красоту. Надежен в делах и отношениях. Терпелив, но если разозлить, может быть непреклонным. Они ценят материальный мир и стремятся создать вокруг себя уют и стабильность. Редко идут на резкие перемены, предпочитая действовать основательно. Влияние на судьбу. Этот знак учит людей ценить момент, создавать прочный фундамент и не торопиться. Тельцы часто выбирают профессии, связанные с финансами, искусством, дизайном. Совместимость. Лучшие партнеры – Дева, Козерог, Рак. Конфликтные союзы. Водолей, Лев. И Тельцы стремятся к стабильности в отношениях. Они плохо переносят хаос и непредсказуемость, поэтому им комфортно с практичными и надежными партнерами. Кармическая задача – научиться гибкости и духовному развитию. Материальный комфорт важен, но этот знак должен осознать, что истинное богатство не всегда измеряется деньгами. Близнецы, 21 мая, 20 июня. Близнецы — это двойственность, интеллект и общение. Это воздушный знак, который символизирует движение, знания и перемены. Характер и особенности. Любознательный, энергичный, быстро адаптируется. Открыт к общению, но может быть непостоянным. Любит новые идеи, но не всегда доводит дела до конца. Умеет говорить красиво и убеждать. Близнецы постоянно находятся в поиске новых знаний и впечатлений. Им трудно оставаться на одном месте. Они любят перемены и разнообразие. Влияние близнецов на судьбу. Этот знак дает людям гибкость ума и коммуникабельность. Они могут быть журналистами, писателями, предпринимателями, переводчиками. Совместимость. Лучшие партнеры. Весы, Водолей, Лев. Конфликтные союзы. Рыбы, Дева. Близнецы легко сходятся с людьми, но быстро теряют интерес, если партнер становится предсказуемым. Кармическая задача – научиться глубине и сосредоточенности. Им важно развивать способность завершать начатое и быть более постоянными в отношениях. Рак, 21 июня, 22 июля. Рак – это эмоции, интуиция и глубина чувств. Этот знак относится к стихии воды,
что делает его восприимчивым, заботливым и загадочным. Характер и особенности. Чувствительный, но скрытный. Сильно привязан к семье и близким. Обладает развитой интуицией. Иногда слишком переживает из-за прошлого. Раки живут чувствами и воспоминаниями. Они могут быть сентиментальными, но это делает их отличными друзьями и партнерами. Влияние рака на судьбу. Этот знак учит людей ценить семейные ценности и внутренний мир. Раки часто становятся психологами, врачами, художниками, писателями. Совместимость. Лучшие партнеры. Скорпион, рыбы, телец. Конфликтные союзы. Овен, водолей. Раки ищут глубокие эмоциональные связи. Им важно чувствовать себя защищенными в отношениях. Кармическая задача – избавиться от страха перемен. Они должны научиться отпускать прошлое и доверять себе. Лев, 23 июля, 22 августа. Лев – царь зодиака, олицетворяющий силу, уверенность и стремление к признанию. Этот знак относится к стихии огня, что делает его ярким, амбициозным и харизматичным. Управляемый Солнцем, Лев приносит свет и энергию, привлекая к себе внимание. Характер и особенности. Львы обладают магнетизмом и внутренней мощью, которая выделяет их среди других. Они любят быть в центре событий и получать одобрение окружающих. Уверенность и лидерство. Лев знает себе цену и не боится показать это миру. Щедрость и великодушие. Если лев любит, он готов отдать последнее. Гордость и самолюбие могут болезненно реагировать на критику. Честолюбие и стремление к успеху. Лев не согласен на роль второго плана. Оптимизм и энергия. Они заражают окружающих своим энтузиазмом. Львы обладают огромным запасом жизненной силы, но могут быть чрезмерно требовательными и эгоцентричными. Они ждут признания и не любят, когда их заслуги остаются без внимания. Лев рождается для успеха. У него есть все качества лидера: амбиции, сила духа, уверенность и харизма. Львы прекрасно реализуют себя в профессиях, связанных с публичной деятельностью: руководители и политики, актеры, шоумены, музыканты, предприниматели и креативные лидеры. Но чтобы стать по-настоящему великим, льву нужно научиться слушать других, а не только командовать. Любовь и совместимость. Лев – страстный, романтичный и верный партнер, но ему важно быть главным в отношениях. Он хочет любви, признания и восхищения. Лучшие партнеры – Овен, Стрелец, Весы. Конфликтные союзы – Телец, Скорпион. Лев не терпит рутины и эмоциональной прохлады. Ему нужен яркий, динамичный союз, где партнер будет разделять его интересы. Кармическая задача – научиться быть скромнее и принимать мнение других. Истинная сила не в том, чтобы править всеми, а в умении вести за собой, вдохновляя людей, а не подавляя их. Лев должен научиться не зависеть от чужого мнения, развивать эмпатию и слушать окружающих, использовать свою энергию для созидания, а не только для собственной славы. Дева, 23 августа, 22 сентября. Олицетворение порядка, логики и практичности. Этот знак относится к стихии Земли, что делает его приземленным, рациональным и внимательным к деталям. Управляемая Меркурием, Дева обладает стремлением к совершенству. Характер и особенности. Девы известны своим аналитическим мышлением и желанием, чтобы все было правильно. Они склонны к самодисциплине, трудолюбию и часто становятся незаменимыми специалистами в своей сфере. Организованность и перфекционизм, замечает малейшие детали и стремится к идеалу. Практичность и надежность можно положиться в любой ситуации. Осторожность и сдержанность, они не раскрывают свои чувства сразу. Критический ум склонны анализировать и замечать ошибки. Умение помогать другим – этот знак заботится о близких и любит давать советы. Но иногда их желание порядка превращается в излишний контроль. Они могут критиковать не только себя, но и окружающих. Влияние Девы на судьбу. Дева – знак труда и самосовершенствования. Люди этого знака достигают успеха благодаря скрупулезности и вниманию к деталям. Они могут реализовать себя в профессиях медицина и фармацевтика, исследования и аналитика, финансы и бухгалтерия, педагогика и научная деятельность.
Девы не любят хаос, поэтому стараются создать в своей жизни структуру и систему. Любовь и совместимость. Девы практичны и сдержаны в чувствах, но если они выбирают партнера, то остаются верными и заботливыми. Лучшие партнеры. Козерог, Скорпион. Конфликтные союзы. Близнецы, Стрелец. Нужен человек, который разделяет ее взгляды на порядок и стабильность. Они не любят слишком эмоциональных и импульсивных партнеров. Кармическая задача — научиться расслабляться и принимать несовершенство мира. Им важно осознать, что не все можно контролировать, и иногда жизнь становится лучше, если отпустить ситуацию. Весы. 23 сентября по 22 октября. Искусство жить в гармонии. Весы — это воплощение равновесия, красоты и внутренней гармонии. Управляемые Венерой, они обладают особым чувством эстетики, дипломатичности и стремлением к миру во всем. Их мир — это пространство, где важны не только логика и разум, но и эмоциональная гармония, красота во всех ее проявлениях. С детства весы стремятся избегать конфликтов. Они умеют видеть ситуацию с разных сторон и находить компромисс даже в самых сложных обстоятельствах. Этот дар делает их прекрасными советчиками и посредниками. Они тонко чувствуют людей, знают, что сказать, чтобы успокоить или вдохновить. Однако за этим скрывается и сложность. Весам бывает нелегко принимать решения. Их ум постоянно взвешивает все «за» и «против», и порой это приводит к мучительным раздумьям. В отношениях весы — идеальные романтики. Они обожают атмосферу ухаживаний, комплиментов и легкого флирта. Им важно, чтобы союз был построен не только на чувствах, но и на уважении, доверии и интеллектуальном общении. Они не терпят давления и грубости, но легко поддаются шарму и красивым жестам. Любовь для них — это своего рода искусство, которое требует тонкости и внимательности. Весы умеют создавать вокруг себя красоту. В одежде, интерьере, поведении. Их тянет к гармоничным цветам, приятным ароматам, искусству. Они могут быть талантливыми дизайнерами, музыкантами, дипломатами, художниками. Всем, что связано с созданием красоты и баланса. Однако главная задача — научиться принимать решения и брать ответственность за свой выбор. Мир не всегда идеален, и иногда приходится делать шаг вперед, не имея полной уверенности. Настоящее равновесие — это не отсутствие движений, а способность находить баланс даже в хаосе. И когда весы обретают это понимание, они становятся теми, кто способен привносить в мир гармонию, которой так не хватает. Скорпион. Глубина, страсть и тайна. Скорпион — это знак, окутанный мистикой и загадочностью. Его внутренняя сила, магнетизм и способность к трансформации выделяют его среди других знаков зодиака. Управляемый Плутоном и Марсом, Скорпион сочетает в себе две мощные энергии — разрушение и возрождение. Этот знак символизирует не просто перемены, а глубокие фундаментальные трансформации, которые затрагивают не только его самого, но и окружающих. На первый взгляд, скорпионы могут казаться сдержанными, даже холодными, но за этим фасадом скрывается мощный вулкан эмоций. Они редко открываются полностью, предпочитая держать свои истинные чувства под контролем. Их эмоциональная глубина позволяет им чувствовать больше, видеть глубже и понимать людей на интуитивном уровне. Именно поэтому среди скорпионов так много талантливых психологов, исследователей и людей, способных проникнуть в самую суть вещей. В отношениях скорпион страстный, преданный, но требовательный. Он не терпит фальши и предательства, ценит честность и глубину чувств. Его любовь — это всегда буря эмоций, интенсивность, которая может поглотить партнера с головой. Но если скорпион чувствует себя обманутым или использованным, его ледяное безразличие может быть страшнее любого гнева. Этот знак зодиака обладает невероятной силой воли и способностью преодолевать трудности. Скорпионы способны заново рождаться, словно феникс из пепла, каждый раз становясь только сильнее. Они не боятся кризисов или испытаний, потому что знают, любое разрушение им — это шанс на новое начало. Но их кармический путь — научиться доверию. Они должны понять, что уязвимость — это не слабость, а сила, и что мир не всегда является полем битвы, где нужно быть настороже. Обретая гармонию между своей страстью и спокойствием, скорпион превращается в человека, который способен изменить не только свою жизнь, но и мир вокруг себя.
Стрелец. Огонь свободы и познания. Стрелец– это символ движения, поиска истины и непреодолимого стремления к свободе. Этот знак управляется Юпитером, планетой удачи, роста и расширения, что делает его настоящим искателем приключений. Жизнь для Стрельца– это бесконечное путешествие, как в буквальном смысле, так и в духовном. Люди, рожденные под этим знаком, обладают неиссякаемой энергией и энтузиазмом. Они тянутся к знаниям, обожают исследовать мир и всегда стремятся вперед. Им не интересно сидеть на месте, ограничивать себя рамками или следовать чужим правилам. Они рождены для того, чтобы раздвигать горизонты, в прямом и переносном смысле. Но за этой любовью к свободе иногда скрывается неспособность к долгосрочным обязательствам. Стрелец может увлечься новым делом или отношениями, но как только почувствует ограничения, его тянет дальше. Он жаждет новых эмоций, впечатлений, знаний, и если ему не хватает стимулов, он может потерять интерес. В любви стрельцы страстные, открытые, но им важно чувствовать легкость. Они не терпят контроля, ревности или рутины. Их привлекают умные, интересные люди, которые разделяют их взгляды на жизнь и способны идти с ними в ногу. Но истинная сила стрельца раскрывается тогда, когда он осознает, что свобода Ман— это не просто отсутствие границ, а возможность глубже понимать себя и окружающий мир. Когда он учится сочетать свое стремление к новому с ответственностью и терпением, он становится источником вдохновения для других и способен достичь настоящей мудрости. Козерог. Вершины, дисциплина и внутренний стержень. Козерог– это знак, который олицетворяет амбиции, силу характера и стремление к вершинам. Управляемый Сатурном, он несет в себе энергию порядка. В мире, где многие ищут легкие пути, козероги знают, настоящий успех требует терпения и усилий. С детства они кажутся старше своих лет, рассудительные, серьезные, с четким пониманием своих целей. Их внутренняя дисциплина позволяет им добиваться того, что другим кажется недостижимым. Козерог– это человек, который не боится тяжелой работы, ведь он знает, что именно она приведет его к вершине. Но за этой стойкостью часто скрывается ранимая душа. Им нелегко показывать эмоции, они не любят слабость, ни в себе, ни в других. Они могут казаться холодными, но на самом деле просто не привыкли демонстрировать чувства. Их доверие нужно заслужить, но если козерог привязывается, то это всерьез и надолго. В отношениях они надежны и преданы. Им важна стабильность. Они ищут не просто страсть, а человека, с которым можно строить будущее. Их партнер должен быть таким же целеустремленным, понимать важность работы и уважать границы. Но настоящая сила козерога раскрывается, когда он учится отпускать контроль. Когда понимает, что не все в жизни можно спланировать и что иногда стоит просто насладиться моментом. Ведь его вершины ждут не только на карьерном пути, но и в душе, в осознании, что успех без радости теряет свою ценность. Водолей– оригинальность, свобода и гениальность. Водолей– это знак, который невозможно загнать в рамки. Управляемый Ураном и Сатурном, он сочетает в себе две противоположные энергии– стремление к независимости и стремление к структуре. Это люди-новаторы, чьи идеи часто опережают свое время. Их сложно понять, но невозможно не заметить. Водолеи обладают уникальным взглядом на мир. Они видят возможности там, где другие видят ограничения, и не боятся идти против течения. Им важно чувствовать, что они свободны в своих решениях, ведь любые границы кажутся им искусственными. Они могут бросить престижную работу, если почувствуют, что их ограничивают, или отказаться от общепринятых норм, если считают их устаревшими. В отношениях водолеи ценят равенство и интеллектуальную связь. Им нужен партнер, который сможет поддерживать их идеи, вести долгие беседы и не пытаться контролировать их. Они не терпят ревности и собственничества. Для них настоящая любовь строится на доверии и уважении к личному пространству. Но за внешней независимостью водолей часто скрывает глубокую эмоциональность. Он может казаться отстраненным, но на самом деле просто не привык открыто показывать чувства. Ему важно, чтобы его понимали без слов, ведь он сам часто не до конца осознает, что творится у него внутри. Истинный путь водолея– научиться сочетать свою свободу с ответственностью.
Когда он находит баланс между своими идеями и реальными действиями, он становится человеком, который способен менять мир. Рыбы — интуиция, мечты и глубина души. Рыбы — это последний знак зодиакального круга, соединяющий в себе опыт всех предыдущих знаков. Они словно принадлежат сразу двум мирам — реальности и фантазии, логики и интуиции. Управляемые Нептуном, они чувствуют этот мир иначе, тоньше, глубже. Их внутренний мир полон эмоций, предчувствий, образов и символов, которые не всегда поддаются логическому объяснению. Среди рыб часто встречаются творческие личности — художники, музыканты, писатели. Им важно выражать свои чувства через искусство, потому что обычные слова не всегда могут передать их внутренний мир. Они живут ощущениями и могут тонко улавливать настроение людей вокруг, иногда даже предчувствовать события, которые еще не произошли. Однако эта же чувствительность может сделать их уязвимыми. Рыбы часто теряются в своих эмоциях, убегая в мечты или закрываясь от мира, когда он кажется им слишком жестоким. Они могут быть невероятно добрыми и сострадательными, но иногда забывают о собственных границах, жертвуя собой ради других. В любви рыбы романтичны и преданы. Им важно ощущать душевную близость, быть понятными и принятыми без осуждения. Они способны растворяться в чувствах, но им нужно научиться сохранять себя, не теряя индивидуальности. Кармический путь рыб — научиться балансировать между мечтами и реальностью. Их сила в способности видеть глубже, чувствовать сильнее и любить безусловно. Но истинная гармония приходит тогда, когда они осознают, что забота о себе так же важна, как и забота о других. В астрологии считается, что каждый из 12 знаков влияет на характер, поведение, предрасположенности и жизненный путь человека. Еще в древности люди заметили, что положение звезд и планет может быть связано с событиями на Земле. Вавилонские жрецы, а затем древнегреческие астрологи создали систему, где каждому периоду года соответствует свой зодиакальный знак. Зачем нужны знаки зодиака? Зодиакальная система используется для самопознания, понимания других людей и улучшения взаимодействия с миром. Астрология может помочь в анализе личных качеств и сильных сторон, выборе совместимого партнера, определении подходящего профессионального пути, гармонизации отношений и эмоционального состояния. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было интересно и полезно, и теперь знаки зодиака для вас — это не просто символы, а настоящие ключи к пониманию себя, своей судьбы и окружающих людей. Но знаки зодиака — это только начало. В каждом человеке есть что-то особенное, что нельзя понять только по его солнечному знаку. Почему вас тянет к определенным людям? Почему некоторые события повторяются снова и снова? Что ждет впереди и какие возможности уже рядом? Чтобы получить ответы, нужно заглянуть глубже в свою личную натальную карту. Закажите индивидуальный гороскоп у Генриха Яковича Жемчужного, практикующего астролога и эзотерика. Он поможет вам узнать, какие тайны скрывают звезды, какие у вас сильные стороны, какие кармические уроки предстоит пройти и как использовать энергию Вселенной в свою пользу. А чтобы не пропустить еще больше интересных астрологических открытий, подписывайтесь на канал. Звезды говорят с нами всегда. Главное — научиться их слышать.